Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я буду делать подружку для своей птицы алконоста. Вот эта птичка у меня из поломанной фарфоровой куколки. У меня на канале есть видео, как я ее делала. Правда, она подверглась критике, что она на алконоста не похожа, потому что вот она в такой вот одежде. Но я художник, я так вижу. Это в моем воображении вот такая птица счастья. Я решила ее одеть в такой наряд. Коричневый бархат с коричневым атласом. Все там расшито. Вот. Но для меня она светлая птица с белокурыми волосами. Алконост. Птица счастья. А для птицы сирин я выбрала вот такую поломанную фарфоровую куколку. Такая темнокожая красотка. И чтобы ее не выкидывать в мусор, а продлить ей жизнь, я из нее сделаю птицу сирин. Ну и постараюсь сделать как бы противоположность алконосту. Здесь, видите, я вот так вот подремонтировала, чтобы держалась голова. Резинку я вот так простецки завязала на спине, без всяких заморочек. Ничего страшного, все закроется потом. Волосики я сейчас тоже вот так уберу, замотаю и прям на клей приклею, чтобы они не разматывались. Потом я добавлю туда кудряшек, и все это тоже закроется. Так, теперь что я делаю? Я просто сейчас обмажу туловище клеем. И вот у меня лежит, уже подготовила я полоску ткани. И просто обмотаю этой тканью. Вот смотрите. Вот таким образом все это сейчас обмотаю туловище. И буду потом думать дальше. На что думать? Буду шить крылья. Вот лишнее, видите, я отрезала, подмотаю сейчас здесь уголочек, подклею, и все у меня будет замечательно. Вот так вот, без особых заморочек. Мне нравится так делать. Приклеила я, видите, бахрому от шарфика, такой вот с рюлексом серебряным. Это как бы имитация бусиков. Крылышки я вырезала 4 детальки вот такие. Прострочила по периметру, оставив небольшое отверстие, чтобы туда немножко подсунуть ваты. Тем самым я хочу, чтобы у меня крылышки были немножечко такие как бы объемные, чтобы они не висели как тряпочки. Сейчас я все это распределю ровненько. Вот таким образом. И вот такое у меня крылышко будет. Так, вертела я вот этот шарфик. Думала, что же, куда же мне его применить. И решила нарезать на полосочки. Вот как он идет этими полосками, так я их и нарежу. И потом из этих полосочек я сделаю рюшки. Вот я хотела проволочку сначала, каркас применить. Но потом передумала, решила, что и без каркаса недостаточно хорошо держат форму эти крылышки. Поэтому обойдусь без проволоки. Так, из полосочек я вот так сейчас пришью рюшку. Тем самым приукрашу эти крылья. Вот я сколько заготовила этих полосочек. И сейчас я их сюда пришью. Вот так у меня получилось. Крылья готовы. Примерка. Ну, мне нравится. Сразу похоже на птичку. Посмотрите. Сразу похоже на птичку. Красиво. Мне нравится. Так. Все пока идет по плану. Теперь лапки. Вот так вот я цилиндрики из квадратов сострочила. Вот видите? И теперь буду из проволоки скручивать сами лапки. Этот процесс я показывала в предыдущем видео, где я делала алконоста.
Здесь особо я останавливаться не буду, можно все это посмотреть будет. Я ссылочку оставлю в описании или же вот подсказки сделаю. Так что, кто не видел, посмотрите. Там у меня такое интересное вступление, такое мистическое, устрашающее. Вот, постаралась я сделать, ну, как мне кажется, на мой взгляд, интересное. Кто не знает, что это за птички, алконост, сирин, можете посмотреть. Вот. Так, ну тут вот видно, я все это обмотала нитками. Сейчас я буду делать сами, как их назвать, бедрышки на лапках. Здесь просто завяжу, потом все это выверну. Также наполню ваткой. Вот. Что еще я хотела сказать? Вот, кстати, по поводу того, что мне писали комментарии насчет вот птички. Первое, что это не алконост, а это, скорее всего, сирин. И причем люди пишут так, утверждающие, что что бы вы там ни говорили, говорите, что хотите, но это вот птица, скорее всего, сирин, а не алконост. Но я все-таки хочу поспорить. И хочу сказать, посмотрите моими глазами, потому что эту птицу придумала я. И это как бы моя птица в моем воображении. Но я вот ее вижу такой. Я решила ей сделать вот такой наряд. Это моя птица счастья. Но кто представляет эту птицу по-другому, да, он ее, естественно, по-другому сделает, и у него будет другая птица, алконост. А у меня вот такая, это моя птица. И вот так утверждать, что нет, вы сделали не то, я считаю, это неправильно. Каждый человек, он видит все по-своему. Даже вот посмотрите, в интернете есть много всяких картинок, где художники изображали вот этих птиц. Ведь они все разные. Не обязательно, да, она кто-то выделяет светлое, да, у кого-то изнутри светится, и это считается светлым. Причем здесь одежда. Для меня первая птица светлая птица. Вот эта птица для меня темная птица. Я ее постаралась такой сделать. Специально куколку такую выбрала. Видите, бывшая индианочка. Она сделана темнокожей, чтобы она как-то вот потемнее была. И даже все равно у нее, конечно, очень милое личико. Мне хотелось бы что-то такое более, как сказать, ну, чтобы именно вот похожа она была на птицу печали. Ну, не знаю. Мне кажется, что она вот более подходит. Такую я ее сделала, видите, с черными кудрями. Тоже просто приклеила, сделала ободочек из ленточки. Уже у меня тут и хвостик готов. В общем, птичка готова. Ну вот моя сирень вот такая. Я ее вижу вот так. Ну и, конечно, сделала я из того, что было в моих закромах. Ну, у меня вот такая получилась птица. Кто-то возьмется, если делать, он сделает совершенно другую, и это будет его сирень. А у меня вот она, моя красавица. В любом случае, это лучше, чем если бы куколка просто отправилась в мусорку. А так у нее, посмотрите, вторая жизнь в качестве птички. Вот такая вот красотка у меня получилась. Совершенно кардинально другой образ. Была индианка, стала птица сирин. Так что теперь у меня две птички, парочка. Птица сирин и птица алконост. Алконосту я еще, видите, цветочки добавила. И вот такая у меня парочка теперь будет жить дома. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.